Всем привет! Здравствуйте. С вами Андрей. И Лидия. И сегодня мы поговорим о криминальных районах города Берлина. В каждом городе есть свои как положительные, так и отрицательные стороны. Берлин не исключение. Да, и вы узнаете, мы расскажем, насколько реально страшно в этих районах находиться, когда опасно, или это все домыслы, на самом деле все безопасно. Может быть, придумал кто-то. Может быть, об этом и многом другом. Сегодня все выясним. Да, и расскажу вам. Берлин занимает второе место по уровню преступности среди европейских столиц. В Германии Берлин называют криминальной столицей. Грабежи, кражи на улице, карманные и дорожные хищения, нелегальная проституция, торговля наркотиками, организация азартных игр. В Берлине существует несколько мафиозных кланов, которые постоянно воюют между собой. Арабская мафия, состоящая в основном из ливанских выходцев, держит под своим контролем большую часть организованной преступности Берлина. Особенно такие сферы, как торговля наркотиками, проституция, рэкет, мошенничество, грабежи, кражи, выбивание долгов, контроль ночных клубов и игорных салонов. На них также работают сирийцы, турки, чеченцы и албанцы. Есть районы города, в которые опасно заходить, так как можно стать невольной жертвой этой войны. Гёрлицер парк больше не является зеленым оазисом столицы Германии. Это самая большая в Европе площадка по продаже наркотиков. Уже многие годы этот парк крепко держит в своих руках банды дилеров, выходцев из Африки. Они уже захватывают все прилегающие к парку улицы. Это центр продажи марихуаны. Очень часто возникают конфликты между дилерами, и полиции приходится их усмирять, дабы не пострадали обычные люди. Полиция регулярно совершает здесь рейды, в том числе с поисковыми собаками. Но это практически ни к чему не приводит. Достаточно одного звонка, и информация о том, что приближаются полицейские, волной пробегает сквозь ряды дилеров. Они переходят на другую сторону дороги и ждут, пока полиция уедет. Просто пройти по парку невозможно. Через каждые 10 метров навязывают наркотики. Котбустер-Тор. Еще один рассадник продажи наркотиков. Здесь каждую минуту что-то происходит. На каждом шагу дилеры, продающие героин, гашиш, каннабис. Наркоманы, которые недалеко уходят и тут же колются. Грязь и отвращение. Кроме того, самые частые случаи грабежей и карманных краж фиксируются здесь. Кто не следит за своим кошельком, обязательно его здесь лишится. Самый большой процент карманников родом из Ливии, Сирии, Египта. Статистика растет с каждым годом. Не проходит и дня, чтобы здесь не произошла драка. Статистика телесных повреждений, к сожалению, тоже растет. Вьетнамской мафии принадлежит торговля людьми, в том числе детьми. Проституция, оружие, наркотики, марихуана, метамфетамин, нелегальная продажа сигарет. Русская мафия в Берлине. Выходцы из бывшего Советского Союза. Основные виды преступного промысла – угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации, контрабанда людей, отмывание денег, вымогательство и торговля оружием. Самыми опасными являются чеченские преступные группировки. Даже знаменитая немецкая толерантность начала давать трещину. Немцы все больше чувствуют себя не в безопасности. Негативное настроение против беженцев растет. Началось все еще в 2016 году. Громкое дело по групповому изнасилованию беженцами немецкой женщины и последующей волной таких же преступлений, в которых пострадало более 1000 немецких женщин. Тогда радикально настроенные немцы начали избивать сирийцев и сжигать их общежития. В Берлине тогда же была изнасилована 13-летняя девочка Лиза, дочь русских иммигрантов. Русские люди сначала вышли на демонстрацию, требуя наказать преступников, но это не помогло, и они подошли к делу радикально. Около 400 озлобленных и вооруженных битами людей прибыли на 120 автомобилях к общежитию с мигрантами. Те пытались сопротивляться и даже отстреливаться, но это никак им не помогло. Ребята прошлись по всем этажам и наказали всех, кого нашли.